Коллеги, всем доброго дня. Подписываемся ко мне в телеграм-канал BitAtlant. Торгую на бирже BingX через терминал TradingView с использованием искусственного интеллекта Atlant. У нас сейчас на 15 минутке была такая интересная формация, которую пробили. Здесь и голова-плечи просматривались. Получается левое плечо. Так, с тачпадом неудобно. Левое плечо, голова, да, и правое плечо. Произошел пробой. И первая высчитанная цена у нас была 23 250. Цена сюда пришла. Отсюда добирал шорт позиции и старые шорт позиции. Частично закрыл. Частично закрыли в плюс. Далее пришли в интересную зону психологического сопротивления, поддержки. Ниже этой зоны шорт приоритет, выше лонг приоритет. И также у нас еще есть уровень очень серьезный, 22 666, то же самое будет. Ниже шорт приоритет, выше лонг приоритет. Торгуемся в таком расширяющийся клин. Но пока мы не преодолели вот эту область 22 999, 22 023 преобладает все равно лонг приоритет. Ну и соответственно после того, как цена, если зайдем, я полагаю, что у нас сейчас будет в течение недели какой-то слив, и когда цена зайдет за 22 666, будет больше такой шорт приоритет. Здесь у нас отрисовка идет такого интересного барта, видите, да, вот это накопление и, возможно, уход вот в эту область. По FIBE это 21 600, ну и нижняя область 21 500 и 21 152, то есть вот эта область, то, куда я ожидаю, что придет цена. И если мы сюда спускаемся, тогда у нас далее будет отрисовка фигуры голова-плечи, левое плечо, голова, и, соответственно, где-то здесь будет правое плечо. Скорее всего, вот эту область будут проторговывать вот здесь. То есть сделают заход вниз, поднимутся, будут здесь торговаться. Если это все сделается, именно заход вниз, закол, выбивание лонгистов и накопление в области 22 тысячи, 22 200, 22 вот в этой области, в общем, тогда будет больше приоритет на то, что мы пойдем дальше вниз с высотой вот этой фигуры. Но это посмотрим, когда уже будет это все. Посмотрим сначала, что нам здесь дадут. Все, не могу найти потолок у нас. То есть здесь предполагал, да, у нас потолок. Здесь у нас 78 уровень по Фибоначчи, кстати, отработал. Талонный Новый год закончился. Сейчас у нас все это дело тянут к ФРС. ФРС у нас 1 числа. Возможно, у нас сейчас так и продолжится боковик. Сделает еще какой-то закол. И на ФРС пойдет слив. И есть еще ход цены вот в эту область. Как раз у нас вот такой тренд. Да? Ход цены, закол вот в эту область 24 500, 24 600. Посмотрим на горячую карту. На горячей карте, ну, то же самое. 24 700. У нас наверху никто нас туда не ждет. Сверху идет давление. 492 биткоин с уровня 24 тысячи. Да, и пошли. Кстати, пробили. У нас тут внутренняя трендовая такая идет. Пошел ее пробив. Сдалека хорошо видно, да, что предположение, что хотят нарисовать. То есть левое плечо, голова. Нам по-хорошему уже нужно уходить в эту область. Так, ну это более глобально, да, на 15 минутке у нас все это дело хорошо отработало. В закрытой группе показывал. То есть, давайте лучше покажу.
где-то у нас. Еще по поводу глобального движения. Это у нас дневной таймфрейм на Kings тоже. Здесь видео снимал, показывал, да, что у нас может быть, что могут зайти еще чуть выше, да, и потом сливать. Я в лонг движение как не верил, пока еще так и не верю. Это логарифмический график. По биткоину идет такое движение, да, и сейчас мы его пробили, этот тренд. Но опять же, пока в шорт, в лонг пока не верю, по уровню Фибоначчи по сетке, да, мы пришли к 78, к 78%, от которого полагаю и ожидаю шорт. Высота этого уровня фибы это следующая цель по графику, моя цель. Если у нас этот потолок закроется здесь, то дальше будем двигаться в эту область. Это мое предположение. И обратите внимание, вот эту заметку 14641 я ставил, ребят, я извиняюсь, у меня тут нахожусь в холле, здесь дети, люди, я не знаю, может быть, конечно, Mac умный и убирает лишние звуки. Еще тут ветер дует. Так, ладно, это все не важно, это все мелочи жизни. В общем, у нас верхняя точка, и если прям взять четкое вот это движение, да, и у нас взять вот этот пик. Кстати, обратите внимание, да, среднескользящая хава и график цены ее четко коснулся и пошли сливаться с этой области. Так, и давайте теперь посмотрим цель этого движения по стратегии тройка. Цель 14715. Вот эту цель я ставил 19 января 2023 года. Новая цель вот эта. Давайте поставим сегодняшним числом, чтобы помнить. Так. 14711, да? 14711. 14 тысяч. Координаты. Так, текст какого-то. 711. Еще один момент, ребят. Поверю, полный разворот, я уже про это говорил, после того, как мы перебьем, даже это не полный разворот, после перебива вот этого, когда мы этот хай перебьем, это будет ослабление медвежьих настроений и приход именно вот в эту область. Это 61 уровень по Фибоначчи, 1.61.8, да, вот когда именно цена придет сюда, и когда мы перебьем 78.6, вот когда просто будет закол выше вот этого уровня, соответственно, выше вот этого движения, старого вот этого накопления в 31 тысячу, да, вот здесь буду переворачиваться полностью в лонг, будет преобладать у меня лонг приоритет. Конечно, по Атланту на 15 минутке будем брать позиции. Тут еще есть у нас такая зона психологического сопротивления.
При пробиве ее буду лонг движение рассматривать. Пока мы под вот этим уровнем 24 222, 24 900, 25 тысяч, пока все-таки шорт приоритет. Но отсюда буду рассматривать лонг приоритет в эту область, а здесь уже буду смотреть, как будет вести себя цена. Если будем пробивать эту зону, тогда в район 49 тысяч. Следующая цель 48, 49. Это цель. Вот это тоже цель. В общем, будем здесь за уровнями FIBA смотреть. Вот. Пока вот так. И это все вкладывается в глобальную картину роста. Но, опять же, я не жду с вот этого, как сказать, если мы все-таки пойдем разворачиваться, да, сейчас придем к вот этим уровням, то это будет максимальный рост на откат к вот этому движению шортовому. Как раз вот если смотреть по FIBA, да, это 61,8, это вот зона 50% по Фибоначчи. Ой, 50 тысяч, это 61,8% по Фибоначчи, 50, 49, 50. После чего буду предполагать обратный откат, и там уже будем смотреть, что пойдем мы в рост или не пойдем в рост, какой новостной фон и вообще что будет твориться с этим рынком. Так, отлично зашли в медвежью зону. Позиции я не все закрыл. То есть я часть позиций, которые открывал, прикрыл на своих целях, остальные просто перевел в безубыток. В телеграм-канал Битатлант скидывал, вернее в закрытую группу сюда скидывал вот это движение, когда оно только начиналось. Да? Хорошая идея, кстати, спасибо Спарта. Идея по Dash, то, что будет в дальнейшем рост. Конечно, тоже жду этого момента. 88, 138 Dash. Хорошая, интересная, очень мощный проект. В прошлом темная лошадка. В нашем новом мире это уже хороший актив становится. И платежная система. По Атланту было вот такое предположение на 15 минутке. Атлант здесь давал шорт-сигнал. Где он, 15 минутка? Вот он, по Атланту был шорт-сигнал в этой области. Сколько сейчас? 23 690. Плюс обычный технический анализ, то, что у нас это накопление. Лои понижаются и хаи тоже понижаются. И когда вот мы ушли в эту зону торговаться, поднялись вверх, раз, от МА 30 оттолкнулись, ушли под нее, второй раз оттолкнулись, и вот третий подход к ней увел цену вниз. Расчет, от уровня 2366 выше лонг был приоритет, ниже шорт приоритет, это прописал в группе. И как если выше уходим этого уровня, то отмена этого сценария, но Атлант указывает на шорт. И после чего по уровню Фибоначчи, то есть от последнего импульсного движения, тоже по сетку, если разложить, то мы должны были прийти вот в эту область 23 258, 23 290, ну в общем 23 250 это моя цель была. И 78 уровень по Фибе 23 100. Смотрим на график. 23 100. Вот здесь, да? 23 114. То есть мы пришли ровно в 78 уровень. Если сейчас будет он пробит, тогда цена будет еще ниже уходить. Но пока мы пришли только к 23 100. Это где он? Вот он.
То есть это по Фибоначчи 78 уровень, 23,110, 23,114, ошибка в $4. Фибоначчи с последнего импульса тоже дает такую информацию. Так, мои позиции, которые я открывал в шорт, переводил без убыток. У меня по A5 только был лонг открыт, но он уже уменьшился, я его не закрывал, он у меня просто стоит без убытки. Вырастет, не вырастет, это такая чисто спекулятивная монета, непонятная. Так, что у нас еще? По Китаю, да, новости. То есть вот этот слив сейчас, скорее всего, с одной стороны, то, что идет регуляция криптоактивов, да, начинают налогами облагать. Вот этот момент, скорее всего, и спровоцировал это движение как раз на Китае. На Китае спровоцировали шорт движение. Сейчас посмотрим, когда подключится Америка, что они дальше сделают. Будут ли они сливать этот момент или начнут откупать. И еще по лунному календарю. Так, где это у нас здесь? Лунный календарик. По лунному календарю у нас опять, смотрите, у нас Луна в той фазе, после которой новолуние, да, после которой начинается обычно слив. Либо движение в бок, либо слив. Но тут как раз у нас был рост. Рост был. И сейчас здесь, по идее, должны сделать небольшой слив, бок. И я ожидаю потом здесь накопление и слив. То есть левое плечо, голова, правое плечо. Подписываемся ко мне в телеграм-канал, он называется BitAtlant. Торгую на бирже BingX, потому что у них самая честная цена на графике, у них нет ложных квизов, проскальзываний цены. Торгую я прямо через терминал TradingView. Как подключить к себе биржу BingX? Сделать очень легко, где торговая панель, нажимаем внизу здесь и подключаем биржу BingX. Подключить. Также здесь можно OKX, Binance, остальные биржи. В себе в телеграм-канал постоянно скидываю ссылки, переход на биржи. То есть, если вы боитесь попасться на какие-то скамовые биржи, бывают мошенники тоже не спят, они делают различные реферальные ссылки на различные биржи, которые бывает даже такое, что могут подделать биржу Binance, и вы, когда попытаетесь туда войти, вы просто откроете свой логин и пароль, возможно, или даже они могут подделать биржу, и вы, когда туда попытаетесь деньги залить, все, вы просто их уже подарили им, считайте. Поэтому будьте аккуратны, следите за тем, что вы делаете, следите за безопасностью в интернете. Так. Я слежу за своей репутацией, и все мои ссылки. Сейчас я, кстати, давайте сделаем вот так. Закрепленное сообщение. Так, где у нас все биржи, что были? Где-то вот здесь. Следующая, вот она. Наши все активные ссылочки, переход. Это холодный кошелек Clever Wallet. Кстати, мощный, основан на Троне, и после они ушли на свой собственный блокчейн. Кстати, Tron TRX тоже следить за этой монеткой. Это Китай. Будут двигать, продвигать это веб-интернет 3.0. Advanced Hash, удобный обменник, и также кошелек, но это горячего хранения. Искусственный интеллект Атлант, так, Bybit, биржа, BingX, Crypto.com, OKX, Binance, Hobby, это все реферальные ссылки, переход на эти биржи. И для новичков, ребята, читайте библиотека трейдера, там очень много полезной информации, изучайте, занимайтесь. Так, сейчас я ее скину, переброшу опять к себе в группу, чтобы оно было в самом низу. И после этого видео вы сможете зайти и зарегистрироваться на этих биржах. Всегда сделайте себе несколько бирж. То есть торгуя на BingX, пускай у вас еще будут аккаунты на бирже там Bybit или там Binance. Есть еще, кстати, плюсик по поводу биржи BingX. Они не требуют прохождения KYC верификации. То есть можно и без KYC верификации можно выводить в сутки до 40 тысяч долларов. Это очень-очень большой их плюс.
общем, если будут вопросы, пишите. И у них есть телеграм-группа, русская комьюнити, телеграм-группа, где очень быстро получаете поддержку.